Лисичка-феник – самый маленький и необычный представитель семейства псовые. Животное феник обладает очень своеобразной внешностью. Эта ушастая лисичка выглядит забавно и очень мило. Лиса-феник – шустрое и подвижное животное. В данном видео вы узнаете и увидите, как живет необычное животное. Описание феника можно начать с необычной внешности этого зверька. Феник выглядит очень миниатюрно и по размеру он не больше обычной домашней кошки. Длина тела зверька составляет от 30 до 40 сантиметров, при высоте в холке не более 25 сантиметров и длине хвоста около 30 сантиметров. Весит лисенок-феник примерно 1,5 килограмма. Феник выглядит очаровательно, у него очень милая мордочка заостренной формы, большие черные глаза и просто огромные уши. Кстати, уши феника достигают до 15 сантиметров в длину и являются самыми большими среди прочих хищников по отношению к величине головы. Такие большие уши феника нужны ему для успешной охоты. Они позволяют улавливать малейшие шорохи в песке и безошибочно узнавать о передвижении добычи. Кроме этого, большие уши феника помогают ему лучше охлаждать тело во время дневной жары. Тело этой пустынной лисы приспособлено к жаркому климату. Животное феник без проблем может передвигаться по горячему песку благодаря обильному меховому покрову на стопах. Несмотря на умилительную внешность, феник – хищное животное. У него имеются острые зубы, небольшие клыки и крепкие когти. Описание феника определяет его к семейству псовых, но ничего общего с волками или собаками он практически не имеет. Лисенок-феник является обладателем густой и мягкой шерсти, впрочем, как и более распространенный его родственник – обыкновенная лисица. Обычно животное феник имеет светло-рыжий окрас, на брюшке шерсть почти белая. Хвост зверька пушистый и на конце окрашен в черный цвет. Молодые особи выглядят светлее и имеют практически белый цвет шерсти, который с возрастом рыжеет. Феник живет в пустынях Северной Африки. Наиболее многочисленное количество особей обитает в Центральной Сахаре. Также лисичка-феник живет на территории Синайского и Аравийского полуостровов, на севере Марокко, в Судане, Чаде и Нигере. Лиса-феник обитает в песчаных пустынях, предпочитая держаться вблизи зарослей травы или кустарников. Такие условия обеспечивают зверька укрытием и пищей. Феник живет в норах. За ночь он может вырыть нору глубиной в 5 метров. Норы феника имеют множество различных ходов и обязательно несколько запасных выходов. Конкуренцию в постройке нор им могут составить разве что барсуки, которые способны строить целые подземные города. Иногда лисенок-феник обустраивает жилище в ущельях скал и пещерах. Феник – животное социальное, которое живет в семейных группах до 10 особей. Такие группы обычно состоят из самца и самки, их незрелого потомства и нескольких уже взрослых детей. Молодые феники нередко помогают растить новое потомство. Бывает, что несколько семей объединяются и живут вместе в одном логове. Лисичка-феник очень общительное и шумное животное, которое издает много различных звуков. Феники могут выть, скулить, лаять и даже ворчать. Животное феник очень быстрое, активное и проворное. Эти лисички, несмотря на свой небольшой рост, умеют отлично прыгать почти на 1 метр как в высоту, так и в длину. Лиса-феник имеет отличный слух, хорошее ночное зрение и развитое обоняние. Окрас феника позволяет сливаться с ландшафтом и оставаться незамеченным как для хищников, так и для добычи. Лиса-феник обычно ведет ночной образ жизни. Точная численность феников неизвестна. Из-за своего меха эти животные нередко становятся объектами охоты.
К тому же их довольно часто отлавливают для продажи в качестве домашних животных. Также до сих пор не выявлено, какие хищники представляют опасность для феников. Феник питается различными насекомыми, рептилиями и мелкими беспозвоночными. В целом феника можно считать всеядным. Наиболее любимым лакомством ушастой лисички является саранча. Основную часть корма лисенок-феник добывает из песка и земли. Огромные уши позволяют фенику улавливать даже самый легкий шорох, который издает жертва. Как и все лисы, феник предпочитает охотиться в одиночку. Также феник питается яйцами птиц, корнями растений, плодами, мелкими пернатыми и грызунами. Феник – животное выносливое и может долго обходиться без воды, получая необходимое количество жидкости из еды. При изобилии пищи часто делает запасы. Размножение феника происходит один раз в году. Лисенок-феник становится способен к размножению в возрасте от 7 месяцев. Брачный период у них наступает в январе-феврале. Лиса-феник – животное моногамное. У каждой пары имеется собственный участок, который тщательно охраняется, особенно в период размножения. В это время самцы становятся особенно агрессивными и активно метят территорию. Беременность феника составляет около 2 месяцев. Уже в марте-апреле на свет появятся детеныши феника. Обычно рождается от 2 до 6 малышей. К их появлению самка подготавливает гнездовую камеру, дно которой выстилает травой, шерстью и перьями. Детеныши феника рождаются совсем крохотными, беспомощными и весят всего 50 грамм. Уже через 2 недели у них открываются глаза. Уши маленьких феников быстро растут и в скором времени достигают своих полноценных размеров. В возрасте чуть больше 1 месяца детеныши феника впервые начинают выходить из логова. Все это время самка оставалась в логове, ни на секунду не покидая своих малышей. Пищей ее обеспечивал самец. Самка кормит малышей молоком примерно до 3 месяцев. В этом же возрасте детеныши феника начинают уходить на значительные расстояния и учатся добывать себе пищу. Продолжительность жизни у феников составляет около 8 лет, а в неволе эти животные могут дожить и до 15-20 лет. Феник очень необычное животное, которое имеет немало интересных фактов помимо нестандартной внешности. Описание феника и его характера нередко можно встретить на страницах литературных произведений известных писателей. Лиса-феник изображена на алжирской монете в динара. В Тунисе животное феник является символом экологии. Почти в каждом городе этой страны имеются фигуры феника в бело-голубом костюме. Сегодня люди все чаще заводят дома различных животных из дикой природы. Любителям экзотики уже не интересно завести дома кота или собаку. Сейчас мало кого удивишь, если у вас живет сова, пума или любое другое животное, которое не попадает в стандартный список домашних животных. Что уж говорить, сейчас держат дома даже обыкновенную рыжую лисицу. Вот и лисенок-феник не стал исключением, его довольно часто можно встретить в числе домашних питомцев. Необычная внешность этой ушастой лисички сразу привлекает взгляд. Компактность размеров и милая мордашка тут же наталкивают на мысль обзавестись такой зверушкой. Но лиса-феник не самый простой домашний питомец. В первую очередь не следует забывать, что это ночное животное, которое будет мешать спать. Во-вторых, феник – животное дикое, которое достаточно сложно приучить к лотку и воспитать, поэтому придется много времени и сил потратить на дрессировку. Еще одним важным вопросом является создание условий для феника. Для содержания феника в домашних условиях потребуется много места, песок и теплый климат.
Вот прокормить ушастую лисичку несложно, ведь она довольно неприхотлива и практически всеядна. Главное, чтобы в рационе присутствовало мясо, яйца, овощи и живой корм, ящерицы, кузнечики. Несмотря на возможность длительное время обходиться без воды, все же стоит позаботиться о том, чтобы у феника всегда была миска с водой. Вопрос ухода за красивой и пушистой шерстью феника включает процедуру вычесывания, особенно во время линьки. Помните, что низкие температуры животное феник не переносит. Он очень подвержен простудам, от которых нередко гибнет. Отдельно стоит отметить, что ввиду экзотичности зверька будет достаточно сложно найти ветеринара, который сможет дать грамотную консультацию. При соблюдении условий содержания, должном внимании и воспитании вы получите сообразительного, ласкового и общительного домашнего питомца. Любопытно, что из всех домашних животных лисенок-феник лучше всего уживается с кошками.